Привет, в эфире Даша, и сегодня я вам покажу, как я собрала и покрасила вот этого замечательного малыша. Это новинка фирмы «Звезда» этого месяца. Такой маленький, а уже мардер. И стоит такая модель всего 200 рублей, так что можно сказать, что это моделизм для бедных. А купить все свежие новинки от фирмы «Звезда» вы можете в магазине «Модельная лавка». По вот этому промокоду у вас будет скидочка в 200 рублей на первый заказ. Так что на сумму этой скидки вы сможете докинуть в свою корзину вот этого вот маленького малыша. Пожалуйста, воспользуйтесь. А по промокоду Даша действует скидка в 10%. Итак, давайте начнем обзор коробки. И тут коробочка очень маленькая и очень вместительная, потому что она вместила в себя аж целую модель в сотом масштабе Marder 3. Тут всего несколько деталей, 18. Это быстро, легко и притом, мне кажется, довольно-таки хорошо детализировано. Эта модель стоит всего лишь в районе 200 рублей. Собрать ее можно буквально за минут 20. Так что это прекрасная модель для того, чтобы учиться моделированию. И к тому же она не будет занимать много места. Эта модель очень хороша для старта моделизма. И вообще модели в сотом масштабе очень легко собирать в целях коллекционирования, потому что они занимают мало места и при этом не затратно бюджетно. И вообще очень даже приятный форм-фактор иметь вот такие модели у себя в коллекции. Открываем. Все. Видите, маленькие два литничка и инструкция. Сейчас. Итак, вот он корпус. Очень-очень хорошо для такого масштаба. Даже клепочки. Не знаю, насколько это правда масштабно, но выглядит очень классно. А также гусеницы и катки. Не знаю, мне кажется, очень даже прикольно. Мелко, но зато это быстро. Вот 15-20 минут, и все, у тебя модель готова. При том, что еще качество отливки очень хорошее, и не надо долго обрабатывать деталь. Например, у того же баркаса от Revell я на каждую деталь трачу по 10 минут, просто приведя ее в более-менее приемлемый вид, чтобы модель смотрелась аккуратно и точно. А тут даже ничего делать не надо, просто хоп, и готово. А я забыла вам показать инструкцию сейчас. Вот, собственно, вся инструкция. 1, 2, 3, 4, 5, щелк-щелк и собрал. И плюс небольшая какая-то справка. Нет, не справка, а просто рассказ о таких игровых наборах от Звезды. Рекламка. Все, собираем. Масштабная модель от фирмы «Звезда» в сотом масштабе. Это новинка этого месяца, и я буду в первый раз в своей жизни собирать подобную модель. Я много делала моделей в 72-м масштабе, и до сотого у меня никак не получалось добраться. Как-то я обходила его стороной, но скажу сразу, я впечатлена этой малышкой от «Звезды». Серия моделей в сотом масштабе – это отличные модели для совсем новичков. Они мало стоят, цена крутится вокруг 200 рублей, легко собираются, и терпения хватит даже самым неусидчивым моделистам. И коллекция таких моделей не занимает много места в квартире. Но даже несмотря на свои крохотные размеры, за эти деньги вы получите полноценную модель с хорошо проработанными деталями для такого мелкого масштаба. И самое главное, результат виден почти сразу. Модель собирается за 20 минут, и даже клей не нужен. И я все-таки советую приклеить детали для лучшей надежности, чтобы у вас модель не развалилась во время окраски. Кстати, благодаря моделям в сотом масштабе можно довольно легко построить зрелищную и насыщенную, и при этом очень даже компактную диораму. У модели шикарный бокс-арт. Мардер в самом центре боя, хотя немцы в боевых условиях использовали их засад, и такие взрывы, скорее всего, свидетельствуют о воздушной атаке самоходки. Декалей в наборе нет, что немножко обидно, так как придется искать маленькие кресты у себя в запасах. И думаю, что некоторые кресты подойдут от моделей в 72-м масштабе.
У модели для такого масштаба отлично проработаны заклепки и со стороны выглядит очень шикарно, но немножко портит вид след от крепления деталей к литнику, который приходился как раз между этих заклепок. И это место будет сложно обрабатывать, при этом не повредив эти заклепки. Также сразу после сборки я заметила щель у основания бронерубки, но это лечится шпаклевкой. Ну и для полной красоты надо будет просверлить ствол. Думаю, что для опытного моделиста это не составит труда. Сборка мардера заняла у меня буквально 20 минут. Отливки очень хорошего качества, так что долго обрабатывать детали мне не пришлось. Единственное, что осталось за кадром, это бормашинкой я рассверлила ствол и зашпаклевала огромную щель по левому борту. После сборки я с нетерпением кинулась за окраску модели, и вначале по традиции я загрунтовала модель. Тут я использовала черный грунт от Pacific. Черный грунт, он позволяет превентивно нанести тени. А после того, как грунт высох, я при помощи аэрографа нанесла базовый цвет. Это желто-оливковый цвет от фирмы Pacific, и его насыщенность я регулирую толщиной слоя. И где мне нужно сделать посветлее, я просто наношу чуть больше краски. А потом в базовый оттенок желтого цвета я добавляю немножко белого и дополнительно высветляю поверхности. И теперь я наношу шейдером тени. Шейдер – это такая жидкая акриловая краска, при помощи которой с использованием аэрографа и низкого давления я рисую дополнительные тени, где мне показалось, что их недостаточно. А теперь настало время ручной работы. Мне надо окрасить гусеницы и резиновые бандажи катков. И на модели в 100 масштабе это сделать довольно-таки трудно, и, пожалуй, это единственный минус моделей в таком масштабе. Работа была довольно кропотливой, но в целом я очень довольна результатом. А, кстати, настоящий мардер я видела в танковом музее в Кубинке и на моем втором канале Даша Техник, ссылочка на которую вы найдете в описании. Есть у меня подробный ролик про обзор немецкой бронетехники. И, кстати, там есть и этот экспонат мардер тоже. А еще один мардер я собирала совсем недавно от фирмы ICM, но он уже в более взрослом 35 масштабе. И видео о его постройке вы можете найти также по ссылочке в описании. Так что осень 2021 года у меня получилась осенью мардеров. Только там у меня был первый мардер, а сейчас я строю третий. Осталось найти только второй. После некоторых мучений с окраской и мелочевки я покрываю модель глянцевым лаком, и глянцевая поверхность мне поможет при нанесении смывки. Вот тут я уже и наношу эту смывку. Смывка – это жидкая масляная краска, которая затекает в углубление и выделяет рельеф. При этом она сохнет дольше и не въедается в акрил слишком сильно. И всегда излишки можно удалить художественным white спиритом. Я использую Major Models. После нанесения матового лака я легонько сделаю прием масляной точки, прям совсем чуть-чуть, чтобы немножко разнообразить цвет.
А вот тут я сухой кистью белой краской выделяю рельеф модели. Я использую масляную краску. И остался последний шаг. Также сухой кистью, но уже сталью от ICM я пожелезню траки. И все. И вот моя модель готова. Вся работа над этой моделью заняла у меня буквально 3 вечера, с учетом того, что сох грунт и сох основной цвет. Я очень довольна результатом и думаю, что я продолжу тему с сотым масштабом в своих стройках. Напишите в комментариях, получилось ли у меня вас заразить сотым масштабом. Мне он очень понравился. А я пошла строить очередную новинку от звезды — танк Т-62. Увидимся в следующем видео. До новых встреч. Пока-пока.